Друзья, добрый день! Предлагаю сегодня приготовить блины с мясом. По этому рецепту у вас получатся очень нежные блинчики с большим количеством сочной начинки. Эти блины очень хорошо переносят заморозку, поэтому я сразу делаю большую порцию. На 12 яиц и 2 литра молока. В большой миске взбиваю венчиком яйца. Миксер использовать не нужно, так как не надо, чтобы блинчики получились ажурными. Добавляю соль, взбиваю, затем вливаю 1 литр молока. Все продукты должны быть комнатной температуры. Добавляю сахар и начинаю по частям вводить муку. Каждый раз хорошо перемешиваю. После того, как большую часть муки добавила, засыпаю всю оставшуюся. Очень хорошо перемешиваю и вливаю еще 1 литр молока. Для того, чтобы избавиться от мелких комочков, оставляю тесто буквально на 5 минут. Затем снимаю верхний слой шумовкой и перетираю его. После этого тесто получается очень однородным. Оставляю его на 40 минут при комнатной температуре. За это время тесто загустеет. Теперь вливаю растительное масло. Еще раз перемешиваю и начинаю жарить блины. Сковороду смазываю только перед первым блином. Затем уже смазывать не нужно, так как в тесте есть достаточное количество растительного масла. Готовые блины я также маслом не смазываю. Со второй стороны блинчики обжариваю совсем чуть-чуть, оставляю их бледными. Параллельно с блинчиками подготавливаю начинку. Лучше всего сюда подходит говяжий край, так как для блинов мне еще нужен будет хороший бульон. На 60 блинчиков я беру 2 килограмма мяса, это вес сырого мяса вместе с костями. Отвариваю его и прокручиваю через мясорубку. Большее количество жира я срезаю, но немного оставляю для сочности блинов. Лука нужно по объему примерно столько же, сколько фарша. Я беру 5 больших луковиц и нарезаю их мелким кубиком. Также обязательно добавляю зелень. Здесь у меня петрушка, кинза, базилик и укроп. Выберите ту зелень, которую любите. На большом количестве топленого масла обжариваю лук до мягкости, затем добавляю фарш. Если ваши домашний лук не очень любят, тогда советую обжарить его и затем прокрутить вместе с мясом через мясорубку. Прогреваю все вместе минут 5, обязательно перемешиваю. Добавляю соль, паприку и черный молотый перец. Заливаю горячим бульоном. Сначала добавляю 1 чашку, перемешиваю, затем еще 1 или 2 чашки бульона. В среднем на это количество мяса у меня уходит 600 мл. После того, как добавляю зелень, перемешиваю, проверяю на соль и на сочность. Вот теперь по фаршу видно, что он очень сочный. Обязательно его попробуйте. Он вам должен нравиться по вкусу сам по себе. На каждый блинчик выкладываю по 1 столовой ложке с горкой фарша и плотно закручиваю. Мясо выкладываю на более обжаренную сторону. Блинчики получаются очень ровные, красивые, а главное вкусные. Вот такое большое количество блинов у меня получилось. Как я уже сказала, они отлично переносят заморозку, поэтому имеет смысл готовить сразу много.
Готовые блинчики обжариваю на сливочном масле. И давайте один разрежем и посмотрим, какие они внутри. У них много начинки и тоненькое тесто. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю хорошего дня и вкусной еды.